В одном из ранних выпусков мы уже рассказывали про компанию De Tomaso, но в тот раз лишь коротко упомянули про модель Pantera. Так что сегодня мы заполним этот пробел, а о причине, послужившей выходу сегодняшнего рассказа, как всегда, поговорим чуть позже. В 1963-м мелкосерийная Валлелунга одна из первых положила начало эпохи так называемых суперкаров – спортивных автомобилей со средней моторной компоновкой. Мангуста, запущенная в серию в 1967-м, стала успешным продолжением и этой концепции. Однако на лаврах почивала другая итальянская марка – Lamborghini, годом ранее запустившая сногсшибательную Miura. Только Энцо Феррари упорно продолжал настаивать на концепции переднемоторных компоновок, и 365-я модель с неофициальным названием Daytona еще долго будет представлена в модельном ряду, пока в 1971-м к ней не присоединится 365 GT4 Berlinetta Boxer. В таких условиях De Tomaso решает дать отпор и начинает продумывать новую концепцию, чтобы попытаться забрать долю рынка. Использовать шасси Валлелунга для нового проекта больше было нельзя. Даже Мангуста, ставшая развитием той же платформы, но получившая V-образную восьмерку Ford, не всегда справлялась с мощностью американского агрегата из-за устаревшего шасси. Да это и понятно. Напомним, что за основу в Валлелунге была взята Ford Cortina, а Мангуста к тому же нацелена была главным образом на Кобру Кэрола Шелби. Теперь же под прицелом находился V12 от Lamborghini. Но замахиваться на такую концепцию De Tomaso не стал. Он был уверен, что и своеобразной восьмеркой можно построить реального конкурента. В то время корпорация Ford отчаянно нуждалась в спортивном автомобиле, который мог бы противостоять Chevrolet Corvette. Поразивший всех в Лимане GT40 не мог выпускаться серийно в качестве дорожного автомобиля. А боссы из Дирборна после провала сделки века по выкупу Ferrari все еще не совсем отказались от своих итальянских мечтаний. Учитывая давнее партнерство De Tomaso с Ford и приятельские отношения Алессандро с одним из директоров компании Ли Якокой, стороны достигли соглашения о том, что Ford наладит стабильные поставки двигателей V8, а также гарантирует финансирование в размере $2 миллионов. А итальянская сторона получит доступ к дилерской сети Lincoln Mercury на территории Соединенных Штатов. В других странах De Tomaso мог продавать автомобиль самостоятельно. Окончательным оформлением отношений стала покупка в 1970 году 80% акций холдинговой группы De Tomaso, в которую входили Виньяле и Гиа, в то время как сам Алессандро Де Томасо остался во главе своей собственной марки. Стальной кузов монокок Пантеры с полностью независимой подвеской был разработан Джанпаоло Далларой. Ранее он был сотрудником Санта-Гаты и участвовал в создании Lamborghini Miura. А внешний облик был спроектирован в дочернем ателье Гиа. Его автором стал Том Тьярдо, возглавлявший ателье с 1968-го. Немного отвлечемся от главной темы. Как известно, De Tomaso был весьма одиозной личностью. Он мог с легкостью разругаться с весомыми фигурами в автомобильном мире. Но одну историю, характеризующую Алессандро с необычной стороны, рассказал Тьярдо в одном из интервью. Со слов великого дизайнера, босс был непостоянен и мог уволить вас на месте, если ему что-то не нравилось. А на следующий день он звонил и интересовался, почему вы не на своем рабочем месте. Но тонко разыграть кого-либо мог только De Tomaso. Однажды он позвонил мне в офис и попросил приехать к нему навстречу в некий кузовной цех. Там он указал на угол и сказал: «Скопируй эту машину». Ею оказался будущий Fiat X1.9, который вот-вот должен был пойти в серию. Я не был в восторге от этой идеи, но все-таки сделал несколько набросков и один цветной эскиз. Он провисел на стене около месяца, прежде чем De Tomaso дал указание приступить к производству полномасштабной модели. Мы показали концепт на Туринском автосалоне 1971 года. Меня не было на стенде, но, со слов коллег, когда к нам зашел сам Нуччо Бертоне, глава одноименного ателье, рисовавшего Fiat, его лицо было просто багровым от злости. А потом кровь отхлынула, и он побелел. Выяснилось, что De Tomaso и не собирался запускать этот концепт в производство. Вот так он одержал свою маленькую победу над конкурентом,
И из таких моментов и состояла его жизнь. Вернемся к «Пантере». Под капотом разместилась одна из самых современных на тот момент разработок, созданная для Mustang версии Boss. V-образная восьмерка Cleveland объемом 5,8 литров и мощностью 330 сил. Крутящий момент на колеса передавался через пятиступенчатую механическую коробку передач ZF. В стандартное оснащение входили электрические стеклоподъемники, кондиционер, вентилируемые дисковые тормоза Girling, 17-дюймовые магниевые колеса и радиальные шины Michelin XVR. Впервые «Пантера» была представлена в марте 70-го года в Модене, а через несколько недель в Нью-Йорке. На каждом мероприятии она впечатляла автомобильную прессу своим внешним видом и характеристиками. Первые серийные машины появились в декабре 70-го года. Эта ранняя серия, состоявшая из 75 экземпляров, была собрана вручную на фабрике Виньяле в Турине и импортировалась в США компанией Ford. Внешне машины этой партии можно отличить по дверным ручкам, выполненным в виде кнопки. С апреля 71-го эту деталь поменяли на более привычный механизм. Производство же увеличилось до 3 машин в день, и до конца года за океан отправились 1007 «Пантер». Форд считал преимуществом «Пантеры» относительную простоту в повседневном использовании. Устранять недостатки того же двигателя можно было в любой точке Штатов, и это выгодно отличало Де Томаса от Lamborghini и Ferrari, которым он стремился бросить вызов. Но не все было так гладко. Первые экземпляры страдали от проблем, начиная от перегрева и заканчивая отсутствием хладагента в кондиционере. Зазоры в кузовных панелях оставляли желать лучшего, защита от ржавчины была минимальной. Сыпались жалобы на слишком тяжелое сцепление, на основные датчики, перекрытые рулевым колесом, который к тому же оказался смещен в сторону и установлен под неудобным углом. Американские журналисты успели окрестить такие машины незаконченными, а вскоре еще и стали нарастать претензии по гарантии, и Ford был вынужден вмешаться в производственный процесс, используя в том числе ресурсы своих проверенных дилеров, таких как, например, Билл Строп, Холман Муди и Дирмарт Стил и Тьюб. Каждый прибывший из Модена автомобиль подвергался серьезным изменениям, и устранялись все недостатки. Изменившиеся нормы американского законодательства вынудили Ford заняться доработкой внешнего вида и поменять настройки силового агрегата с целью соответствия экологическим требованиям к выбросам. Теперь мотор выдавал 266 сил, а сама модель получила индекс L – Луссо или роскошь. Внешне ее можно было отличить по черным бамперам на всю ширину кузова и более высокому дорожному просвету. Сразу после начала производства «Пантеры» для участия в автогонках была официально представлена версия Группа 3. Поскольку регламент группы допускал к участию лишь слегка модифицированные дорожные автомобили, спорткар для гонок не сильно отличался от обычной «Пантера L». Но доработки, конечно же, были. Иная подвеска, улучшенная тормозная система, спортивный выхлоп, а в салоне появились спортивные сиденья и каркас безопасности. Автомобиль в исполнении Группа 3 выпускался достаточно долго, с 1972 по 1984 годы. Практически все они попадали в руки частных команд, но говорить о каких-то серьезных успехах в гонках не приходится. В том же 1972-м вслед за первой спортивной версией последовала модифицированная спецификация Группа 4. К разработке этих вариантов приложил руку британский инженер и гонщик Майк Паркс, ранее конструировавший гоночные автомобили для Ferrari. Автомобиль Группы 4 базировался на стандартном шасси дорожного автомобиля. Чтобы улучшить управляемость на треке и освободить место для более широких колес, внесли изменения в конструкцию подвески, в которой теперь использовались регулируемые амортизаторы Кони. Также применили короткую рулевую рейку и более крупные вентилируемые тормоза Girling. Детали кузова были заменены на алюминиевые элементы, например, двери, крышка двигателя и капота, а расширенные колесные арки выполнили из стекловолокна.
Боковые окна отливались из плексигласа, а чтобы еще больше снизить вес, в стальном монококе везде, где это было возможно, прорезались отверстия. У спорткара отсутствовали бамперы и привычное внутреннее оснащение. Дополняли образ легкие матерчатые ковшеобразные гоночные сиденья, виниловая отделка и просверленные алюминиевые педали. Окончательный вариант автомобиля весил примерно 1100 килограммов. Ford, оказывавший финансовую поддержку в разработке дорожной «Пантеры», не был заинтересован в спортивной версии и отказался поставлять двигатели для нее. Тогда Де Томасо обратился к частному американскому моторостроителю Баду Муру о поставке модифицированных версий все той же «восьмерки Кливленд». Список изменений включал в себя алюминиевую головку, кованые поршни ТРВ, титановые клапаны и масляный поддон большего объема. Поначалу был установлен один 4-цилиндровый карбюратор Holley Racing, но затем его заменили на 4 карбюратора Weber. Объем мотора оставался прежним, но благодаря изменениям удалось значительно поднять степень сжатия до 12 к 1. Трансмиссия оставалась все той же 5-ступенчатой механической коробкой передач ZF с близким передаточным отношением. Первые 5 «Пантер» группы 4 приняли участие в Ле-Мане 1972 года, но до финиша дошла только одна из них. Слабым местом оказался двигатель, а организаторы гонки под давлением Porsche наложили штрафные санкции из-за слишком легкого веса, вынудив увеличить массу до 1250 килограммов. Тем не менее, автомобиль продолжал соревноваться в группе 4, а проблема с двигателем была решена с помощью мер, снизивших степень сжатия. Каких-то грандиозных успехов в гонках «Пантера» не добилась, лишь изредка показывая достойные результаты в тех или иных соревнованиях. Всего было выпущено 14 автомобилей группы 4, и все они были построены в 1972 году. Кстати, некоторые спорткары группы 3 впоследствии были доработаны частниками до спецификации 4-й группы. В 1973 на выставке Earls Court исключительно для европейского рынка была представлена версия GTS с более широкой колеей, улучшенной управляемостью и восьмеркой с повышенной степенью сжатия. Теперь в противовес американским сородичам она выдавала 350 сил. Заявленная максимальная скорость составляла 254 км в час, а разгон с 0 до 60 миль в час занимал 5,5 секунд. Внешне отличить версию GTS можно по черной окраске порогов, крышки моторного отсека и багажника. Кстати, за океан эта модификация тоже попала, но только год спустя, в 1974-м. Продавалась она там под брендом Ghia, а количество машин составило лишь 138 единиц, так как в том же году все официальные продажи Де Томасо в Штатах были прекращены. Ситуация складывалась так, что финансовые затраты Ford на бесконечную модернизацию суперкара, чтобы соответствовать новым требованиям, все больше и больше увеличивались, а надежды на прибыль не оправдались. Так как никаких улучшений в плане качества со стороны итальянского партнера не происходило и по-прежнему приходилось заниматься устранением косяков, терпение американцев закончилось. Все вышесказанное, помноженное на мировой топливный кризис, привело к тому, что в 1974-м Ford объявил об официальном прекращении сотрудничества с Де Томасо, после чего ей отошли компании Ghia и Vignale, а их бывшему партнеру одноименный бренд, с которым он мог делать что угодно, но своими собственными силами. На тот момент было продано около 5500 «Пантер». Отныне, до 1980-х годов, в Штаты модель попадет только по неофициальным каналам. Не опустив руки, Алессандро продолжил продавать в Европе версию L и GTS. Кстати, здесь более простые версии L имели не задушенные моторы со стандартными характеристиками, выдававшие не 266, а 300 лошадиных сил. Но проблем меньше не становилось. С 1975-го Ford прекратил производство прежних моторов 351C, заменив их на новую конструкцию, получившую индекс 351M. В поисках нового источника силовых агрегатов Де Томасо удалось договориться с австралийским подразделением Ford, где уже проверенный временем двигатель продолжал выпускаться вплоть до начала 80-х для моделей местного рынка.
Решив эту проблему, он получил следующую. Из-за смены поставщика и логистических особенностей себестоимость суперкара увеличилась в несколько раз. В итоге продажи значительно упали. Что касается гонок, то появление новых гоночных категорий во второй половине 70-х буквально вдохнуло в «Пантеру» новую жизнь. Стараниями некоторых гоночных команд появились «Пантера» группа 5 и группа Си, которые выступали в кузовных чемпионатах по всему миру. Несмотря на то, что конструкция была уже не молода, эти машины на равных боролись с более современными BMW M1 и Porsche 935, причем происходило это аж до середины 80-х. В 1980 году произошли серьезные изменения. «Пантера» превратилась в агрессивную дорожную версию GT5. Шасси было переделано, а гладкий и чистый стиль ранних автомобилей был дополнен накладными колесными арками из стекловолокна, боковыми юбками и воздухозаборниками, агрессивным передним спойлером и задним антикрылом, которое словно перекочевало с одного из прототипов Лимана. Оно, кстати, помогало улучшить сцепление колес с дорогой, но немного снижало максимальную скорость. В 1984 на смену GT5 пришла версия GT5S. Теперь вместо накладок, расширяющих арки, устанавливали более широкие крылья, выполненные из стали. Об этом, кстати, и намекает буква S в индексе – Steel. Де Томасо постарался максимально приблизить эту версию к настоящим Гран-туризмо. Эта последняя итерация с двигателем Cleveland развивала 350 лошадиных сил, разгонялась с 0 до 60 миль в час за 5,2 секунды и достигала максимальной скорости в 266 км в час и просуществовала до 1990 года. Всего было произведено примерно 187 единиц. Возможно, она производилась бы и дольше, если бы не иссякли запасы двигателей, производство которых австралийское подразделение Ford свернуло в середине 80-х. Кстати, в 80-х годах модель GT5 и GT5S официально продавалась на территории Соединенных Штатов, так как Де Томасо удалось договориться об этом с некоторыми дилерами. В 1990-м под новый силовой агрегат было решено произвести ревизию самой конструкции. Вместо монокока теперь используется трубчатое шасси, а восьмерка Cleveland заменена на 5-литровый двигатель с впрыском топлива от Ford Mustang, выдававший 305 лошадиных сил. Внесены изменения в конструкцию передней подвески, которые наконец-то позволили комфортно расположиться высокорослым водителям за счет увеличения пространства салона и новым сиденьем. Появились дисковые тормоза Brembo, новые колеса, новое оформление салона. Марчелло Гандини было поручено пересмотреть дизайн, и ему действительно удалось вдохнуть жизнь в спорткар 20-летней давности. Сама модель переименовывается в Пантеру 90 SI и отныне смотрится вполне современно. Однако покупатели понимали, что скрыть возраст конструкции за внешне приятной оболочкой не самое лучшее решение, и голосовали кошельком за другие суперкары. Так что за 3 года выпустили всего 37 экземпляров, после чего Де Томасо окончательно прекратил выпуск, заменив ее новым проектом Гуара. Кстати, в 1993 и 1994 годах еще 4 «Пантеры» с открытым верхом в виде тарги изготовила итальянская карроссерия Pavesi, известная своими конверсиями различных спортивных автомобилей. Среди известных людей, у которых была «Пантера», можно отметить гонщика Джеки Стюарта, итальянского мотогонщика Джакомо Агустини, американского актера и музыканта Рика Нельсона. А самым известным владельцем был никто иной, как Элвис Пресли. У него была желтая «Пантера» 1971 года,
И именно с ней был связан один занятный случай. Машина, кстати, была куплена в качестве подарка его девушке Линде Томпсон. Легенда гласит, что однажды после одной из жарких ссор Элвис в гневном порыве выскочил из дома, решив заглушить злость поездкой на суперкаре. Но в самый неподходящий момент «Пантера» не завелась. Охваченный еще большей яростью, Пресли достал свой пистолет и несколько раз выстрелил в панель приборов и пол. В настоящее время автомобиль до сих пор находится в том же состоянии и с пулевыми отверстиями хранится в знаменитом музее Петерсона в Лос-Анджелесе. Всего за период с 1971 по 1992 годы было выпущено 7260 автомобилей, вошедших в историю как образцы удачного сочетания итальянского стиля и американской инженерии. Ну а вот и обещанная в начале причина выхода этого видео. Это Де Томасо Пантера 1972 года. И пусть вас не вводят в заблуждение надписи GTS на порогах. Машина эта интересна тем, что участвовала в съемках пятой части знаменитой франшизы «Форсаж», вышедшей в 2011. Справедливости ради отметим, что автомобиль довольствовался лишь небольшим эпизодом в фильме и не был одним из главных героев. Текущий владелец приобрел машину у студии Universal в 2013. Из доработок, предназначенных для съемок, в салоне до сих пор остались кронштейны для крепления камер и кнопка отключения массы. С 22 по 24 июня 2023 она выставляется на продажу в Лас-Вегасе на аукционе Barrett-Jackson. Предполагаемая стоимость на сайте не указана, но ее можно получить по запросу участнику торгов. Чтобы предположить примерный уровень цены, коротко посмотрим рынок. Самые ранние базовые модели считаются самыми доступными, и цена на них в среднем состоянии колеблется в пределах $100 тысяч, а образцы в конкурсном состоянии приближаются к отметке в 200 тысяч. Если не брать в расчет всевозможные рестомоды и кастомные проекты, то самой дорогой за последнее время стала версия L 1974 года. В августе 2017 в Монтерее Сотбис продал ее за $203,5 тысячи. Цены на версию GTS немного выше и варьируются в пределах 130-190 тысяч. Заводские гоночные модификации не часто встречаются в продаже, но цены на них держатся отметки плюс-минус $200 тысяч. Вот, например, в феврале 2023 в Париже Art Courier продал спецификацию группа 4 за 184 760 евро, примерно $200 тысяч. А самой дорогой, как ни странно, оказалась поздняя версия Пантеры 90 SI. В августе 2019 в Монтерее Сотбис продал такую машину за $240 800. А в марте следующего года на Амелии-Айленд аукционный дом Gooding & Company реализовал черный суперкар, который был частью выставки Де Томасо во Франкфурте 1991 года, за рекордную сумму. Автомобиль был продан за $357 тысяч. Так что посмотрим, удастся ли нашему киногерою преодолеть планку в 200 тысяч, а может даже и установить новый рекорд. Ведь в сентябре 2021 тоже никто не ждал никаких откровений, когда на торги того же Barrett-Jackson выставлялся Porsche 928, снимавшийся в фильме «Рискованный бизнес» с Томом Крузом.
До этого события 928-е едва переваливали по стоимости за $75 тысяч. Но результаты сразили всех наповал, когда торги остановились на отметке в $1 980 000. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете автоархивы. До встречи.